Это проект «Миф о Кавказе». Мы собрали самые въедливые мифы о Северном Кавказе и приехали сюда, чтобы сравнить их с реальностью. Что у нас получилось? Смотрите сами. Помчали! В этом эпизоде мы разберемся, правда ли, что на Кавказе воруют людей, правда ли, что там везде стреляют, и правда ли, что все кавказцы агрессивные. Опасный Кавказ. Эпизод 1. Мы в Дагестане. Не так. Мы в Дагестане. Мы начали свое турне с Дагестана не просто так. Мало того, что Дагестан – это самая большая многонациональная республика Северного Кавказа, так еще и за пандемийное время Дагестан стал реальным хитом у нас с вами, путешественников и туристов. Что как бы намекает на мифологичность утверждения о том, что современный Северный Кавказ опасен. Но мы не будем догадываться. Лучше мы поговорим с местными, честными местными. Все у нас хорошее. И люди хорошие, и место хорошее. Абсолютно так. Да? И хинкал хороший, и урбеч. Хинкал кушали, да? Кушаем. Уже 3 дня кушаем. Ты открываешь этот проект «Миф о Кавказе». Ты очень интересен для этого проекта, потому что ты не отсюда, и за год пребывания в Дагестане ты каким-то образом стал уже здесь свой. Рассказывай. Как ты сюда попал вообще? Как ты сюда догадался приехать и жить здесь остаться? То есть тебя не волновало, что тебя могут похитить? Расскажу. Давай. Были ли у меня опасения, или были опасения у моих близких, конечно. Да, я когда говорил там свой круг там друзей, что я отправляюсь там исследовать Дагестан, они испугались. Это простой банальный испуг. Куда? Зачем? Так все-таки скажи, крадут людей, мы ломаем миф. Вот ты приехал с этими всеми предположениями, такие же, как и у меня сейчас были. И? Если только сердца. Да, мы на перегоне овец настоящем. Что сейчас будет? Нам реально повезло, потому что можно увидеть по следам, что еще не было. Это один из самых первых перегонов. То есть моря овец не будет, но река плотненькая точно. Да вон она, хорошая речка. Мы прям находимся в самом эпицентре, потому что сам переход овец будет вот по вот этому вот хребту. Вот здесь? Да, вот здесь. Мы встречаемся с Зауром Соколовым, его проект «Этнодом», пишет о нем Forbes, National Geographic, все пишут, снимают со всех стран, и теперь еще и мы «Миф о Кавказе». Первый миф: на Кавказе крадут людей. Крадут людей? Ну вот такие туристы приедут. Смотри, я вот по чесноку, там 80% туристов это девушки. Вау. Да. Это, Хорошо будет дагестанцам? Да, не знаю почему. Я им сразу говорю: девчонки, я вас расстрою, здесь вас никто не похитит, не дождетесь. Да. Девчонки были у нас, Лена, я помню. И дома она сказала, что маме едет в Сочи, но она приехала в Этнодом, потом к нам приехали из телевидения и сняли про них репортаж. И увидели дома, да. И у меня была такая это же факт, история. да. У меня была Лена, такая если ты меня помнишь, я тоже помню.
Для тех, кто первый раз в Махачкале, сразу все опасно выглядит. Очень опасные дети, очень опасная розовая сахарная вата. Все очень опасно, особенно это зелень. И я не знаю, как с этим быть. Но сейчас более-менее начали туристы приезжать из-за того, что закрыли границы и развивается город. Вот раньше, наверное, даже лет 5 назад вот так вот не было здесь. А ты помнишь, как было 5 лет назад? Ну да, конечно. А ты сколько лет? Мне 15. В общем, я такого никогда не встречал. Ребята просто все молодые, машут, видят камеру, значит, из машин показывают что-то, подходят, говорят, меня сними. Вот чувак подошел, говорит, меня сними, меня сними. Просто все киногеничные, фотогеничные. Прошли мимо, представляете, мы никого не просили. Видят камеру, помахали. Вы же опасные, да? Мы очень. Еле-еле прорвались сквозь любопытных людей, радостных, которые хотели, чтобы мы их снимали. Они звали нас в Махачкалу для того, чтобы поговорить с Шамилем Алиевым, тренером по борьбе. Он что-то знает об опасности и агрессии кавказцев. Вот эти парни могут просто догнать тебя на улице вот так, таким образом. Не могу на месте устоять. Я впервые на тренировке настоящих чемпионов, борцов. И здесь заслуженный мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Шамиль Алиев. Можно пожать вам руку? Этого не будет. Этого не будет. Забудь. На Кавказе крадут людей. В особенности вот мы боимся за себя. Туристы приехали на Северный Кавказ, и нас своруют, там продадут. Ну, вот сколько я вот живу, да, я не помню такого вообще. Я не знаю, может быть, я не в тех кругах вращаюсь, но я такого вообще не помню, не знаю. Вообще тут нет такого, чтобы людей крали. Для чего вообще? Что это такое? Продать. Куда, кому? На кирпичный завод. Нет, конечно. Нету? Значит, наш миф. Все кавказцы агрессивные. Это, конечно, интересно, но я думаю, что далеко нет. Конечно же, нет. Почему? Потому что, может быть, на наших лицах это видно, что там агрессия. Видно. На самом деле, сейчас все это как бы понимаю, что, в принципе, вот это спящее, то, что у нас было, вот это вот хорошее, качественное, то, что нам досталось от предков, это все-таки оно сейчас вылезает, цветет. Вот то самое гостеприимство кавказское. Конечно, потому что это не наиграно, это все есть внутри. Вот, поэтому я думаю, что с каждым годом это будет все лучше и лучше и красочнее проявляться. А что скажете вы вот здесь, в Махачкале, в Дагестане, вообще на Северном Кавказе, о тех ребятах, которые используют ваши техники, скиллы, там, умения и немножко борщат в Москве, в Питере? Хороший вопрос. На самом деле есть такие люди, но это не то общество, не то здоровое общество Дагестана, скажем. Это те люди, которые практически, достойные дагестанцы себя так никогда не ведут. То есть они оторвались от корней? Конечно же, оторвались, Вы и они искренне пытаются... их осуждаете отсюда? Однозначно. Они достойных людей избегают. Достойных дагестанцев они избегают. Они к нам, то есть к горящему котлу мухи не подлетают. К горящему котлу мухи не подлетают. То есть, если ты достойный, хороший человек и делаешь правильный какой-то движ правильно, то вот эти вот мухи, они как бы сами отлетают. На Кавказе много сильных, мужественных ребят. Да, им не нужно выпячивать вот это вот все. Это, знаешь, как такая мощная спортивная машина. Тебе не надо постоянно жать на газ, демонстрировать, да, все это. Вот эти вот слабые люди, которые там не показали никакого результата в спорте, там, в каком-то достижении или чего-то. Вот реально тунеядцы, бездельники какие-нибудь. Ты знаешь, сколько их братья, их семьи делают для того, чтобы изменить вообще репутацию? Тысячи дагестанцев, тысячи прекрасных поступков делается в Дагестане, да, чтобы развеять эти мифы, да, чтобы показать на красоту. И мы видим, как в каком-то там городе, там, не знаю, в Тюмени или где-нибудь в Москве, бамс какой-то опять, елки-палки. Ну, мы видим здесь ограниченное, да, количество каких-то развлечений, да, ограниченное количество какой-то искушений даже, да, можно сказать. Когда человек попадает в большой город, где он видит красивые машины, красивых женщин, да, все вот это вот доступность или отсутствие там, скажем, его там некому притормозить, Вот. что он в какой-то момент дозволяет себе это, там, протянуть руку. Или, Вот, там, ты очень важную вещь сказал, я сейчас понимаю, о чем ты. Здесь всегда есть кому затормозить, притормозить тебя, здесь да? есть братья, здесь есть мужчины, которые вообще там... А там некуда, и поэтому
Ага, вот так это работает, да? Ну, конечно. Самый главный миф для меня, я к нему привык, так я там вырос в Петербурге, в Петрозаводске, в Москве. Все кавказцы агрессивные. Вот Демьян уже ответил. Ну иди сюда ответишь. Ну что ты? Ну ты напал сейчас на Кавказ, у нас есть кадры. Ау, ау! Вот, все, давай, давай! Нечестная игра! Москвичи понаехали! Это он напал. Это Как? он на тебя. Значит, есть агрессия. Ну ладно, Смотрите, все кавказцы агрессивные. Прям опасно для нас приезжать сюда, потому что просто подойдут и что-нибудь нехорошее сделают. Агрессия, она проявляется в любом обществе, если так, опять, если так разобраться, ну, если её взять среди народности как бы нашей страны, я думаю, агрессия самая меньше встречается на Кавказе. Серьезно? Да. Почему? Потому что здесь за каждое слово должен человек ответить. В первую очередь. Даже видишь, Даже вот это сейчас да, ответит. Ослик, он недовольный за этим, ну, как бы стереотипом. Ты сейчас ответишь. Мы в солнечном Грозном, в настроении серьезном. На самом деле нет. Будете в Грозном, а вы будете в Грозном после наших выпусков «Миф о Кавказе», обязательно придите на бульвар Эсэмбаева, потому что здесь самая яркая иллюстрация того, как здесь хотят и умеют жить мирно, тепло, хорошо и дружелюбно. А это местный креатив, который говорит нам много о чувстве юмора жителей Грозного и Чечни. А это вот, знаете ли, их вариация на тему KFC, CFC, Chechen Fried Chicken. Только вместо полковника Сандерса там, ну, вот такой красивый юный Магомед. Теперь это называется криспи, ну, чтобы, знаете, не ругаться с нашими западными партнерами. Мы в Чечне, город Гудермес, Российский университет спецназа. Говорим с Саидом, старший инструктор тактика огневой подготовки. Саид, что здесь происходит? Ведь стреляют все-таки в Чечне. Миф, следующий миф, опасный Кавказ. На Кавказе везде стреляют. В Чеченской Республике вот в данный момент, я считаю, самое спокойное, безопасное место – это Чеченская Республика. Хорошо понимая, насколько мы ставим безопасность республики, насколько процентов это работает и насколько процентов все проконтролено, здесь не может быть просто, чтобы кто-то стрелял просто так. Чеченская республика в настоящий момент, я просто говорю вам как человек, который здесь живет уже 4 года, это регион с самой низкой криминальной обстановкой. Если бы 10 лет назад мне кто-то сказал, что я буду жить и работать в Чеченской республике, буду общаться с этими людьми, эти люди будут моими лучшими друзьями, я бы ни за что бы не поверил. Даже уже не хочу спрашивать про миф, что на Кавказе крадут людей. Вы знаете, здесь не крадут не только людей, здесь вообще нет воровства как социального явления. Здесь не закрывают двери квартир, не запирают машины, потому что воровства просто нет. Очень часто появляются, вот висят объявления, нашли деньги, обратитесь, пожалуйста. За что мы любим Черкесск? За то, что здесь толпами по всему городу бегают и такие дети, и такие, и такие. Вот к вопросу о безопасности. Безопасно здесь себя чувствуют люди. Хорошо, детей отпускают. Мы в Черкесске, Карачаево-Черкесия. У нас тут чемпионка, воспитанница зала «Мамлюк».
А все кавказцы агрессивные. Вон там у тебя тренеры сидят такие. Нет, миф, неправда. Неправда? Не все. А кто? Ну, есть парочку, но не все. Ой-ой-ой, мама! Что толкаешься, девушка? Хорошо, то есть ты не видишь драк на улице? Нет, Нет? Вас не решается в драках? нет. Только словами. Замечание от, вот там сидят крепкие мужчины. Рашид, тренер Риты, рассказал, что раньше и сейчас тоже черкесская женщина может остановить любой файт, любую драку. Мужчины схватились, там, не знаю, за ножи, за кулаки, за пистолеты. Она подходит, бросает между ними косынку, и они не ослушиваются, просто расходятся. Мы в Черкесске, Карачаево-Черкесия, зал ММА Карачай. Аслан Быдаев отвечает за развитие смешанных единоборств в республике. Здрасте, я немножко покривлялся, но у вас тут так классно и тепло, и вы все улыбчивые очень. Очень опасный регион, да? Нет. Пойдемте поговорим в зал. Вау, какой у вас крутой зал. Аслан, пробежимся по мифам о Кавказе. На Кавказе везде стреляют. Тоже миф. Стреляют на свадьбах. В последнее время, насколько я знаю, есть специально даже автоматы, которые стреляют только холостыми, ну, шумовые. Это больше разводят в СМИ те люди, например, которые хотят раздор, грубо говоря, в России. Ага. Это мое личное мнение. Все кавказцы агрессивные. Дерутся же парни друг с другом, ну надо же куда-то силу-то девать. Это силу, вот как раз спортзалы для этого и строятся. Всю свою энергию, злость оставляешь в ринге. Как я сейчас, да? Давайте Да. я сейчас оставлю. Ну что мы будем делать? Что мне делать? Последний раз Федора Емельяненко, как вот вырубил своего соперника, ударишь прямо, левый сбоку и правый сбоку. Да. Ага, хорошо. Раз, два, три. Отлично. Видишь? Звук все лучше и лучше. Вот. Видишь, у тебя тоже талант. Да? Это не значит, что ты агрессивный. Я вообще самый добрый. Мы в Грозном. Никогда не думал, что скажу это в Грозном. Участник проекта «Голос» на Первом канале Амирхан Умаев. Давай тогда с такого мифа начнем с тобой. Все кавказцы агрессивные. Есть люди, которые все-таки показывают не в хорошем свете наш народ. Над ними работают. Работают и духовно, нравственно. А как ты сам относишься к тем ребятам, которые вот там, не знаю, в Москве, в Питере показывают свою силу всем и такие там... Я, например, в Москве веду себя так же, как и здесь. Даже, можно сказать, и покультурнее, потому что из-за меня, если я что-то натворю, из-за меня скажут за весь народ, понимаете? Всему народу, как бы, о, это чеченец, там, вот это все. Я этого не хочу, я этого никогда не допущу. Кавказцы все агрессивные. Неправда. Вообще неправда. Ну, вы же в городе находитесь. Сколько дней вы у нас? Ну, мы вообще на Северном Кавказе уже 5 дней. 5 дней. А встречали вообще агрессивных людей? Именно, вот, допустим, в Чечне возьмем. Я тоже не встречала. Это все неправда. Мы в Ингушетии, Магаз, город солнца, и говорим с Магометом и Асланом. Магомед чемпион гран-при по кросс-лифтингу, знает вся Ингушетия, его и пол России. И мастер спорта международного класса по боевому самбо Аслан Измайлов. На Кавказе стреляют везде. Стреляют, знаешь, когда двустволка есть, такая старое оружие, вот из него стреляет по воскресеньям. И то, когда свадьба. Свадьба. То есть у нас такая традиция, стрелять из большого такого старинного ружья.
Но стреляете, да? Ну, только на свадьбе. Воздух, да, на свадьбе, короче. Да, у нас здесь не стреляют на самом деле. У нас здесь все мирно. У нас, если что, то ножами кидаются. Башир, покажи свой нож. Покажи свой кинжал горца. Смотри. Он у всех. Он практически у всех. Поэтому... Это чисто, мы просто часто ездим в горы, поэтому там, ну, хлеб резать, там, ну, 5-10, вот. Банан резать. Да. Регион дружелюбный. Да и вообще весь Кавказ, можно сказать, начиная там. Чеченский, Дагестан, там, Кабардино-Балкария, все, да вообще весь Кавказ. Мы сейчас спокойно сидим, мы сейчас спокойно беседуем. Когда кому-то нужна будет помощь, мы обязательно всем поможем, всем. Даже если у нас не получится, например, если у меня не получится, поможет мой друг, которого я попрошу. А почему так у вас? Потому что менталитет у нас такой. Понимаешь, менталитет. Например, у Аслана какие-то проблемы, это не значит, что это его проблемы. Это значит, что у нас у всех это проблема. То есть мы должны это решать сплоченно. Мы в Ингушетии. Это курортная зона Армхи называется. Запомните, здесь невероятно красиво. Наш Андрей просто с ума сошел от красоты. Я хочу поговорить об этом. Вы заметили, что мы в одинаковых майках. Это чудо, вот такое, знаете, чудо для путешественника. Мы зашли вместе с Магомедом в магазин «Зингал» в Магасе. Магомед предложил мне выбрать футболку, я попросил такую же, как у него, потому что отказаться-то я не мог, конечно же, вот. И девушка Хава, которая владелица магазина, узнав, что я приехал развеивать мифы о Кавказе, я, конечно же, парочку назвал, просто упаковала мне это в подарок от Магомеда, от себя и от ингушского народа. Теперь у меня есть ингушская майка братская. Вот. Спасибо, Магомед. Спасибо, Хава. Мы во Владикавказе. В классном баре, где собираются классные ребята. Сейчас с девчонками мы потрещали вообще. Привет, Снак. Привет, Дима. Дима? Я Дима. Запомнил, смотри. Да. На Кавказе крадут людей. Раньше крали, да, если мы говорим, крадут, чтобы выкуп получить в плане денег. Это когда было такое? Ну, 90-е те же. Да, уже 20 лет прошло с конца 90-х. Прошло, поэтому сейчас, если можно встретить такую формулировку «крадут людей», это договоренности в плане украсть невесту. Вот. То есть так людей, я не помню последний раз, что резонансное какое-то дело, чтобы кого-то украли. Но такое может случиться. То есть я не буду сейчас говорить, о, Кавказ самое безопасное место на земле. Оно очень безопасно, то есть тут редко что-то случается. Но везде может случиться что-то. Правильно, допуски, простите, вообще все везде может случиться. У нас тоже пропадают люди иногда. То есть как допуск это довольно низкий процент, очень низкий процент. 100% спокойность, особенно отвечаю за Чеченскую республику. 100% спокойность. Любой человек может приехать сюда, хоть до утра, хоть до 3 часа. В любой территории может ходить, бродить сколько ему угодно. И ни один человек ему не помешает ни в каком Только не надо шорты надевать, да? Ну да, это, вот об этом я и говорю. У нас есть свои менталитеты, адаты, которые разрешаются, не разрешаются. Да, вот у нас не разрешается в шортах ходить. Слушай, ну в Дагестане хорошо, правда, безопасно. Мы видим, да, какое количество туристов приезжает. Да, какое количество повторно приезжает, какое количество рекомендует своим друзьям. Это просто геометрическая какая-то прогрессия, в которой мы видим, насколько Дагестан становится популярным. Да? Ведь это люди, которые с такими же предубеждениями приехали, и они также боялись. И то, что они встречают, вот эту открытость, вот это, знаешь, отсутствие страха быть уязвимым, вот эту доброжелательность, гостеприимство, я не знаю, вот такое благонравие какое-то, вот, знаешь, радушие. И люди поэтому соскучились. Все везде расслабленные, улыбаются, девушки красивые ходят, тоже улыбаются.
Как это так получается? Почему так? Очень хорошо работают правоохранительные органы, понимаешь? Очень хорошо работают. Поэтому все расслаблены, все живут спокойно. Кто-то начинает бушевать, он сразу перестает бушевать. Ну, потому что хорошо работают правоохранительные органы у нас. Понимаете, раньше, 20 лет назад, правоохранительные органы и Северный Кавказ это были антонимы, да, то есть это несовместимые вещи. Люди видят камеру и сами просят сказать пару слов. Откуда вы такие красивые? Екатеринбург, Урал. С радостью познакомилась, с удивлением познакомилась с Ингушетией. Так, мы вчера там были. Да. Великолепный климат, чудесные горы. А люди. Люди очень гостеприимные. Нас так классно кормили, мы так супер отдохнули. Нас встречали, нам лезгинку танцевали, потому что мы такие классные. Конечно, в горы мы приезжаем из больших городов именно ради гор, ради того, чтобы проветрить голову и вернуться к самим себе. Но когда к этому ко всему добавляется вкуснейшая еда, жижи-галмаш, чуду, осетинские пироги и прочее, и плюс ты еще узнаешь, что дерзкие северокавказские ребята, такие опасные, такие крепкие, на поверку оказываются радушными и приятными гостеприимными хозяевами, это, конечно, втройне приятнее и привлекательнее. Так что добро пожаловать на Северный Кавказ! Мы в Пятигорске, это крайняя точка нашего турне, которая длилась больше полумесяца. Мы проехали 2000 километров. Мы побывали во всех республиках Северного Кавказа. Я был здесь впервые. Спасибо вам всем, кто в этом участвовал. Вы говорили с десятками местных, честных местных и тех, кто приехал сюда, влюбившись в эту землю, остался здесь. И вот что я вам хочу сказать, ребят. Здесь безопасно, миф разрушен. В новых эпизодах мы разбираемся, правда ли, что на Кавказе нечего делать и везде разруха? Правда ли, что на Кавказе сплошь и рядом многоженство? Правда ли, что на Кавказе притесняют иноверцев? Эти и другие мифы в новых эпизодах проекта «Мифы о Кавказе».